I believe in the evil in human nature. This is a wicked world. In a wicked world, wicked people are born. Рэйчел Роуз Буркхаймер родилась 16 января 1984 года в резервации Тулалип, недалеко от Эверетта, штат Вашингтон. С самого детства она была маленьким лучиком света для своей семьи. У малышки было хорошо развито воображение, и больше всего она любила разыгрывать сценки, в которых забавным голосом подражала известным персонажам или взрослым, чем забавляла и впечатляла окружающих людей. Повзрослев, она нисколько не потеряла своего обаяния. Рэйчел по-прежнему любила веселые шутки. Знакомые описывали ее как очень красивую, женственную и добрую девушку. Она была небольшого роста, около 150 сантиметров, всегда носила высокие каблуки и обладала огромным набором косметики, который можно было сравнить по размеру с ящиком для инструментов. Сияющей улыбкой и ярко-голубыми глазами она привлекала внимание всех окружающих. Рэйчел всегда была общительной и легко заводила друзей. Она никогда не забывала о праздниках и всегда посылала близким милые открытки с теплыми, трогательными словами. Однажды девушка даже организовала целый праздник для коллеги, который был всего лишь ее знакомым. У нее был невероятный дар нравиться людям и такой широкий круг общения, что я даже не мог за ним уследить, вспоминал ее отец Билл Буркхаймер. Ей так часто звонили домой, что иногда я чувствовал себя ее личным автоответчиком. Девушка училась в средней школе и после ее окончания мечтала стать медицинским техником. Но, к сожалению, ее планам на будущее сбыться было не суждено. За год до своей смерти Рэйчел потеряла в автокатастрофе лучшего друга, молодого человека по имени Кори Хейнс. Она очень тяжело переносила его смерть и долго не могла прийти в себя. У них никогда не было романтических отношений, но Рэйчел и Кори были очень близки, все считали их родственными душами. Тяжело представить, но вслед за смертью Кори в жизни общительной и жизнерадостной девушки началась целая череда трагедий. За год Рэйчел потеряла еще 6 друзей в результате несчастных случаев и самоубийств. Это было так тяжело, я думаю, это убило ее, буквально, сказала Меган Буркхаймер, старшая сестра Рэйчел. Она была убита горем, это было видно по ее глазам. Ее свет погас. Рэйчел впала в тяжелую депрессию, и родители отправили ее к терапевту, надеясь, что медики помогут их дочери пережить боль утраты. Но этого не произошло. Вскоре девушка бросила учебу, а затем и работу, начала отдаляться от семьи. Ее отец вспоминал, у Рэйчел был такой большой потенциал, я никогда не думал, что она бросит учебу, но я понимал, что сейчас она в очень трудной ситуации. В конечном счете, как это часто случается, девушка начала употреблять наркотики и общаться с плохой компанией, в которой познакомилась с Джоном Андерсоном, который, по словам местной полиции, не раз попадал в тюрьму и состоял в преступной банде. Эта банда только формировалась, и у нее было очень глупое название, сказал детектив Брэд Пинс из офиса шерифа округа Снахимиш. Они называли себя северо-западной мафией, воровали наркотики, продавали некоторые из них, а все остальное, большую часть, оставляли себе. Других целей в жизни у них не было, они целыми днями сидели и играли в видеоигры, курили травку, употребляли кокаин и метамфетамин. Между Рэйчел и Джоном завязался роман. Ее отец, Билл Буркхаймер, узнал об этих сомнительных отношениях, когда получил от телефонной компании счет на $640 за звонки, которые исходили из исправительного учреждения в Шелтоне, штат Вашингтон. Помимо этого, Рэйчел приходили множественные письма от Андерсона. У парня был ревнивый характер и назойливая натура. Он постоянно контролировал свою возлюбленную. Обеспокоенный отец пытался образумить дочь, но в ответ она говорила: «Я вижу в Джоне много хорошего, и он не такой, каким его считают люди». Близкие друзья Рэйчел тоже были не согласны с этим мнением и считали, что их отношения токсичные и что Андерсон довольно жесток, поскольку, будучи поглощенным ревностью, он постоянно обнюхивал волосы и одежду девушки, пытаясь выяснить, не было ли у нее других мужчин. Он часто угрожал ей, и старшая сестра Рэйчел, Меган Буркхаймер, вспоминала, что постоянно замечала на ее теле синяки. Лишь незадолго до смерти Рэйчел начала осознавать, что ее жизнь идет не таким образом, как ей хотелось бы.
и девушка решила исправить ситуацию, разорвав прежние связи с бандой. Однажды прекрасным воскресным утром она сидела на крыльце нашего дома и снова сияла, чего я не видел уже несколько месяцев, рассказал Билл в интервью True Crime Daily. Она подняла голову и сказала: «Я встретила невероятного друга, Морриса». 18-летний Моррис Ривас вырос в неблагополучной семье и тоже был членом северо-западной мафии. Однако, когда они с Рэйчел познакомились, парень сообщил, что хочет покинуть банду вместе с ней и вернуться к учебе. Но внутри северо-западной мафии были свои законы, и уйти из нее было не так просто, как могло показаться. Отец Рэйчел поддерживал ее дружбу с Моррисом, поскольку надеялся, что благодаря их общению дочь снова станет счастлива и сможет строить свою жизнь дальше. Но вскоре о планах Морриса и Рэйчел узнал ее парень Джон Андерсон. Будучи собственником в отношениях, он пришел в бешенство от такого поступка своей девушки. Он решил заставить всех остальных членов группы возненавидеть Рэйчел, поэтому сообщил им, что она якобы собирает секретную информацию во время их встреч и передает своим знакомым. Девушка понимала, что бессильна против такого заявления, поскольку никто не стал бы слушать ее после слов влиятельного Андерсона. Она была очень напугана и обратилась за помощью к своей сестре Меган, которая посоветовала ей быть начеку и держаться подальше от парня. Хотя Рэйчел и пыталась следовать этому совету, она не могла расстаться с Андерсоном и сходилась с ним вновь и вновь на протяжении долгого времени. Прохладным сентябрьским вечером 2002 года 18-летняя девушка отправилась на очередную вечеринку с несколькими членами северо-западной мафии в Эверетт. Вместе с ней был ее хороший друг Моррис Ривас, поэтому она чувствовала себя безопасно и была настроена доказать остальным присутствовавшим, что не предавала их. Компания сидела в доме, весело проводила время и курила марихуану, когда на вечеринку прибыл Джон Андерсон. У парня было скверное настроение, поэтому ему не понравилось, что все вокруг смеялись и были беззаботны. Он разозлился и ударил нескольких человек по лицу, после чего достал оружие. Рэйчел попыталась встать и уйти, но Андерсон схватил ее за волосы, швырнул на пол и стал избивать ногами. Несколько парней присоединились к нему, а остальные продолжали наблюдать. Чтобы заглушить крики беззащитной девушки, ей заклеили скотчем рот и включили стереосистему. После этого члены банды оттащили ее в гараж и стали обсуждать, что делать дальше. Моррис Ривас, друг Рэйчел, с которым она хотела покинуть банду, все это время оставался в стороне. Он продолжал веселиться, парень беззаботно ел пиццу и играл в видеоигры. Единственной надеждой на спасение Рэйчел стала подруга одного из членов банды, Триса Коннор, которая вернулась домой после вечерних курсов и в ужасе обнаружила на полу в гараже связанную девушку с кляпом во рту. Она прошла на кухню за ножом, чтобы разрезать веревки и освободить жертву, но ее остановил разъяренный Андерсон и приказал покинуть дом. Триса Коннор позже увидела, как Рэйчел затолкали в багажник машины и увезли в неизвестном направлении, но продолжила бездействовать. Несколько участников северо-западной мафии, среди которых были Джон Андерсон и Моррис Ривас, отправились в лес у подножия гор, который находился за 30 миль от дома. Когда они доехали до места, все, кроме Морриса и Рэйчел, вышли из машины, чтобы достать лопаты и навсегда распрощаться с беззащитной девушкой. Оставшись на минуты вдвоем, она умоляла Морриса о помощи, но он не придал этому никакого значения и ответил, что наверняка дело не зайдет слишком далеко. Очевидно, Ривас просто подчинился Андерсону и банде вместо того, чтобы спасти жизнь человека в единственный возможный момент. Вернувшись, молодые люди изо всех сил ударили лопатой Рэйчел и на ее глазах начали рыть могилу. Моррис Ривас курил марихуану и пил газировку в машине, когда Андерсон сказал ему выйти и помочь раздеть девушку. С нее сняли всю одежду и украшения. По данным полиции, девушка просила оставить ей хотя бы памятное кольцо, подаренное другом всей ее жизни Кори Хейнсом, после смерти которого она и попала в эту ужасную компанию. Но ей было грубо отказано, даже в последней просьбе. По приказу жестокого бойфренда Рэйчел подошла к сырой холодной яме, встала на колени и начала молиться. Андерсон сказал ей ни о чем не беспокоиться и думать о том, что скоро она будет рядом с тем самым Кори. После этого он направил в ее затылок пистолет и нажал на курок. Но он не сработал. В очередной раз жизнь девушки могла быть сохранена. Но безжалостный Андерсон прочистил пистолет и все же выстрелил несколько раз. Остальные члены группы засыпали могилу, в которую упало безжизненное тело невинной Рэйчел.
Все, кто был причастен к убийству Рэйчел, заключили между собой договор сохранять молчание о произошедшем в тот вечер. Рэйчел Буркхаймер несколько дней считалась без вести пропавшей. Ее семья, местные жители и полицейские вели активные поиски, пока мать Джеффри Барта, одного из членов банды, не сообщила в местном отделении полиции некую ценную информацию, благодаря которой следователи вышли на машину, в которой перевозили Рэйчел и ее владельца, 17-летнего Мэтью Дарима. Подростка немедленно допросили, он был растерян и сообщил, что сделал нечто, в чем не хотел участвовать, и что ему угрожали собственной смертью, если он кому-то расскажет об этом. Под давлением полиции он согласился рассказать все, что произошло с Рэйчел, и показать место преступления. Спустя 10 дней ее тело было найдено полицией в горном районе Райтер-Пит. Также Дарим указал на остальных членов банды, которые были причастны к смерти несчастной девушки. По итогам расследования, помимо него в убийстве Рэйчел были признаны виновными еще 7 человек. Большинство из преступников, включая Джона Андерсона, получили пожизненный тюремный срок, без права на условно-досрочное освобождение. Мэтью Дарима и Мориса Риваса приговорили к 26 годам лишения свободы, но через год сократили этот срок до 22,5 лет из-за того, что на момент убийства Рэйчел они были слишком молоды, им было 17 и 18 лет соответственно. Но на этом судебное разбирательство не было завершено. Спустя 12 лет приговоренный к пожизненному заключению Джон Уитакер, который снимал с Рэйчел драгоценности, во время того, как она беспомощно ждала своей смерти, подал апелляцию о пересмотре этого дела. После очередного долгого судебного процесса его снова признали виновным в убийстве первой степени и приговорили ко второму пожизненному заключению. Семья Рэйчел наконец обрела свой покой. Это был последний судебный процесс, который состоялся через 12 лет и был самым тяжелым из всех, морально, эмоционально, физически, во всех аспектах, сказал отец Рэйчел Билл Буркхаймер. Казалось, будто наша девочка снова испытывает эту боль и прощается с нами. Проведя годы в суде, столкнувшись с каждым из убийц своей дочери, Билл всегда помнил о потере Рэйчел и о той жестокости, с которой она столкнулась. Смотря на ужасающие фотографии с места преступления, он повторял: «Я никогда не забуду фотографию могилы, где сохранился отпечаток рук Рэйчел, когда она молилась перед смертью. Это дает мне некоторое спокойствие. У нее была вера». Билл никогда не терял самообладания и после смерти дочери направил все оставшиеся силы на изменение законодательства, которое признало бы тяжким преступлением неоказание помощи жертве. Ведь в день убийства Рэйчел 8 мужчин и еще несколько свидетелей проигнорировали свои моральные принципы и выбрали лояльность банде, хотя могли бы помочь девушке избежать такой трагической участи. Дорогие гости и подписчики канала, как вам кажется, мог ли Джон Андерсон заранее спланировать это убийство, чтобы соучастники банды доказали ему свою приверженность? Или же дело касалось только его ревности и беспощадной жестокости по отношению к Рэйчел? Свои версии пишите в комментариях под видео.